Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы поговорим с вами о таком дизайне, как френч, только при помощи стемпинга. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. В моей коллекции пластин для стемпинга на сегодняшний день пластина GR96 самая удачная. Скажем так, для более или менее классического френча. Дело в том, что выгравированные шаблоны, они отлично подходят именно для моих ноготков. Если мы не рисуем, а именно отштамповываем френч, то в принципе на поверхности нам нужна только одна точка, которая определяет как центр, так и высоту улыбки. Такую точку можно поставить на всех ноготках, к примеру, простым карандашом, и она при отпечатывании будет служить своего рода ориентиром. По большому счету, теперь нам остается отпечатать шаблон с пластиной, перенести его, в данном случае на типс. Мы с вами знаем, что стемпинг-рисунок, он очень тонкий. Краски мы используем хорошо пигментированные, поэтому никакой ступеньки от улыбки, ее просто нет. Какие-то помарки, огрехи мне всегда удобнее поправить при помощи кисточки, смоченной в ацетоносодержащей жидкости. Согласитесь, на первый взгляд все кажется довольно легко и быстро, но если бы так оно и было, то френч уже давно бы перестали рисовать, а просто его отштамповывали бы. Возможно, сейчас кто-то подумает, что на типсах сделать это легко, а вот на ногтях намного сложнее. На самом деле принцип тут один и тот же. Главное выставить вот эту самую точку, которая является и центром, и высотой улыбки. И отпечатать просто рисунок на ноготок так, чтобы он прям попал в эту точку. Причем сейчас хочу обратить ваше внимание, что переносить рисунок со штампа на ноготок я буду левой рукой на правую, хотя рабочая рука у меня правая. Как вы сами сейчас можете видеть, в принципе никаких сложностей у меня не возникает. Единственное, у типс нет боковых валиков, поэтому по бокам рисунок может просто-напросто не отпечататься. На клиентах это намного проще сделать. Почему? Потому что мы можем просто боковые валики немножко подтянуть. А тут получается, что вдоль боковых валиков улыбку френча все-таки придется дорабатывать. Тем не менее, лично для меня все-таки проще где-то что-то доработать, нежели изначально по схеме рисовать френч. В чем же тогда могут возникнуть проблемы? Дело в том, что у многих просто-напросто не получается отпечатать шаблон. Рисунок полый, и поэтому тут самое главное не делать резких движений скребком. Эту часть видео я специально не ускоряю. Посмотрите, как аккуратно и плавно я убираю лишний лак для стемпинга и отпечатываю уже рисунок на штамп. Если в тот момент, когда вы скрапером убираете лишний лак для стемпинга, появляются проплешины, скорее всего, вы очень сильно давите на скребок. Либо у пластины совсем не глубокая гравировка, и поэтому сложно отпечатать такой полый рисунок. На указательном, среднем и безымянном пальце я использую только один шаблон. На данной пластине он средний, и он подходит для 3 моих ноготков. Какие же еще сложности могут возникнуть? Дело в том, что на данной пластине 5 шаблонов. И самый большой из них, прям, знаете, тютелька в тютельку подходит к моему большому пальцу. То есть, если у вас ноготки чуть шире, то все, этот шаблон уже не подходит. То есть, там тусы торчат не так, и, соответственно, там придется полностью, не то, что там дорабатывать, этот френч, а придется прям полностью его переделывать. Это уже сложно и не так быстро, скажем так. Но на этой же пластине GR96 есть полый прямоугольник. Самая длинная его сторона равна 2 сантиметрам. Именно эта сторона у нас будет отпечатываться по ширине ногтевой пластины. Ширина самого большого шаблона на этой пластине равна 1 сантиметру и 6 миллиметров. То есть прямоугольник, самая длинная сторона прямоугольника на 4 миллиметра где-то больше. Также нам понадобятся специальные наклейки для френча. Тут я просто взяла, такие, скажем так, наклейки, которые у меня не в ходу, просто для того, чтобы показать сам принцип, То есть наклейку мы наклеиваем, на типс я в данном случае наклеила, отпечатаем этот самый прямоугольник и, то есть
переносим его уже, пускай даже на самый широкий ноготок. После этого наклейку мы удаляем, и в принципе дизайн готов. Идеальный ли это классический френч? Нет, не идеальный. Тем не менее, выполняется он довольно быстро и просто, при условии, если для вас не проблема отпечатать полый рисунок с пластины для стемпинга. Дальше речь пойдет о таком дизайне, как Art French. На сегодняшний день на рынке представлено очень много пластин, при помощи которых можно создать такой дизайн. В Art French не обязательно должна быть четкая линия улыбки. За счет этого создание такого дизайна в разы упрощается. В данном случае я применяю технику цветной стемпинг. Это тогда, когда мы именно рисунок, стемпинг-рисунок отпечатываем не одним, а несколькими цветами лаков. Конечно, намного проще взять пластину, на которой уже представлены композиции для Art French. Просто отпечатать их сначала на штамп, потом на ноготок, и в принципе все, дизайн готов. Но согласитесь, не всегда нам этого бывает достаточно. Всегда хочется чего-то такого, чего нет на пластинах. И вот как раз таки для таких случаев, когда вам хочется какой-то особенный френч, а пластины такой нет, покажу вам несколько способов. Вот две пластины. На одной, собственно, как мы видели, классические френчи, на другой пластине у нас там сеточки, кружева. И то есть вам хочется сделать именно френч, скажем, с сеточкой. В первую очередь я отпечатываю шаблон с френчем, и затем просто прикладываю штамп уже, то есть как бы к тому рисунку, который я хочу на этом френче, собственно, видеть, но в данном случае сеточку. Прикладываю буквально легким касанием, и вот у нас, пожалуйста, уже френч с сеточкой. Единственное, для этого способа нужно использовать лаки, которые очень долго сохнут. Для следующего способа можно использовать лаки, которые и быстро сохнут. Сначала я отпечатываю рисунок с вензелями. Затем я беру уже другую пластину с теми самыми шаблонами, которые для классического френча, пластину GR96. И отпечатываю уже один из шаблонов прямо на этот же штамп. Таким образом у нас получается френч с улыбкой и с вензелями. Вообще вот такое наложение двух рисунков называется двойной стемпинг. Примерно 3 года назад на своем канале я уже в принципе рассказывала про эту технику. Это когда мы берем два разных рисунка, один из которых должен быть полым, и собственно, из этих двух рисунков мы их совмещаем, при этом получая третий рисунок. Например, вот тут мне захотелось, чтобы полые полоски с другой пластины были в сеточку. То есть сначала я отпечатываю сеточку на штамп, затем беру другую пластину и отпечатываю уже эти полые полоски. Таким образом, вот эти самые полые полоски у нас теперь уже, скажем так, в сеточку получаются. Тут единственное, один рисунок больше другого, поэтому, скажем так, сеточка отпечаталась не полностью на всех полосочках. Причем, если на типс мы сначала отпечатаем сеточку, а потом отпечатаем полоски, то результат у нас будет абсолютно другой. Вот этим, собственно, и отличается двойной стемпинг. Двойной стемпинг – это когда мы берем два рисунка и, совмещая их, получаем третий. Но давайте вернемся к Art French. Как я уже говорила, не обязательно приобретать такие пластины, на которых уже есть готовые композиции для создания такого дизайна вдоль свободного края. И тут опять жидкий латекс нам в помощь, то есть мы закрашиваем ту часть, на которую не хотим, чтобы попал рисунок. Соответственно, после того, когда он высохнет, то поверх можно отпечатывать любой уже понравившийся вам рисунок. Просто в данном случае я показываю, как из классического френча можно сделать Art French, а так жидким латексом ведь не обязательно прям закрашивать четко линию улыбки, можно хоть зигзагами там закрасить, таким образом у вас получится такой Art French, с неровной линией улыбки.
Ну или вот пример, да, вам захотелось френч в виде каких-то кружев, да, и, соответственно, в помощь нам тут вот эти самые наклейки, да, для френча. Просто отпечатываем рисунок, убираем затем вот лишнее, убираем наклейку, собственно, и все, тоже дизайн готов. Также на многих пластинах есть такие элементы, которые, в свою очередь, подразумевают их размещение в качестве линии улыбки или для создания лунного дизайна. При помощи таких элементов тоже можно довольно быстро сделать полноценный арт-френч. Отпечатываем рисунок на штамп и затем вот уже там любым цветным лаком для стемпинга, ну вот в данном случае лаком для стемпинга, я закрашиваю ту часть, которая будет у меня на ноготке у свободного края. После того, как лак хорошо высохнет, то есть я переношу уже готовый рисунок на липкий слой праймера. Ну и куда же без реверсивного стемпинга, которого я так люблю. Уже готовые композиции на стемпинг-пластинах именно для арт-френчей мне очень нравится раскрашивать. На самом деле стемпинг – это очень увлекательное занятие, и если вы владеете несколькими техниками стемпинга, для вас это занятие становится в разы увлекательнее и в разы интересней. Безусловно, в стемпинге, как и в любом деле, нужна практика. И если у вас где-то что-то не получается, не сдавайтесь, и я уверена, все у вас получится. Данным видео я ни в коем случае не хочу сказать о том, что не нужно учиться рисовать френч. Нет, ни в коем случае. Я всего лишь поделилась с вами альтернативой, да, и каким-то своим опытом. Только и всего. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как обычно, желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!